Всем привет! В эфире новый выпуск видеообзора Metal Detector, в котором, как и всегда, я расскажу вам о самых интересных релизах прошедшей недели. И сегодня их представят не только молодые команды, но и уже давно известные на весь мир матерые представители тяж-мета. Смотрим! Наш обзор открывает хард-рок пост-гранж команда из Штатов, выпустившая уже 5-й полноформатный альбом. Диск у ребят получился очень бодрым и позитивным. Причем в некоторых треках этого самого позитива мне показалось даже чересчур много. Начинает отдавать бойсбендам 90-х, которые решили добавить немного гитарного звука. В целом же альбом вполне себе годный и прекрасно подойдет, к примеру, для фона в машине. Во всяком случае, не появится желание кого-нибудь задавить. Легендарная канадская трэш-метал команда записала 15-й полноформатник, весь текст и музыку которого написал основатель и бессменный лидер группы Джефф Уотерс. Он же исполнил и вокальные партии. За долгую 30-летнюю историю команды в ней отыграл целый отряд известных и не очень музыкантов, а некоторые альбомы Уотерс записал вообще в одиночку. Новый релиз состоит из 2 дисков, на втором из которых можно услышать 10 студийных перепевок старых композиций, а также комментарии Джеффа. Второй полноформатный альбом выпустила интересная испанская группа, исполняющая экспериментальный прогрессив-металл. Команда необычна во всем. Во-первых, ее сложно назвать молодой, так как дебютный альбом парни выпустили аж в 2005 году. Ну а во-вторых, крайне необычна сама музыка команды. Здесь есть и дэт, и готик, и инструментальный пост-металл. Все это, конечно же, с приставкой прогрессив. Одним словом, очень интересный материал, рекомендуемый к прослушиванию. Команда из Польши, исполняющая нью-метал, записала свой дебютный альбом. В музыке группы порой прослушиваются знакомые элементы и обороты, свойственные ярким представителям этого жанра. Впрочем, парни этого не скрывают и упоминают в списке своих вдохновителей такие группы, как Deftones, Incubus и Seven Dust. Но при всем этом музыканты заслуживают всяческих похвал и высоких оценок. Для дебютного релиза альбом получился реально достойным. Известная австралийская металкор команда, основанная в 2003 году, выпустила 5-й полноформатный альбом, который по жанру на самом деле точнее было бы отнести к модерн-метал, так как от чистого металкора здесь практически ничего не осталось. Но, как бы там ни было, диск у парней получился довольно интересным и разноплановым.
На нем есть и довольно позитивные и мелодичные треки, и вот такие глубокие и мощные, как тот, что сейчас на экране. Американская группа, исполняющая мелодик Death Metal, записала 7-й полноформатный альбом, звучание которого выдержано в духе предыдущих дисков. Ну разве что добавлено немного больше мелодики и соляков, а в целом все тот же шквал мощных гитар, молотилова и безудержной энергии. Молодая команда из Сербии, исполняющая смесь альтернативы и нью-метал, выпустила достойный дебютный полноформатник. Диск пропитан разнообразными и глубокими музыкальными и лирическими темами. Интересные гитарные партии и красивый вокал, а бас-гитара вообще заслуживает отдельного внимания. Еще одна группа в коллекцию интеллектуальной музыки. И напоследок еще одна банда, исполняющая альтернатив нью-метал, только на этот раз из Италии и с вокалисткой по имени Маша. Команда выпустила 7-й полноформатник, получившийся не менее удачным, чем и все предыдущие альбомы группы. Искренне рекомендуется к прослушиванию. И на сегодня это все. Наши партнеры — Агрессивный рокер, Rock is OK, Rock Religion, Институт рокеров, Институт благородных рокеров и Рок-мем. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комменты, слушайте достойную музыку. Пока!